Мы пришли на выставку, но мы не знаем, на какую выставку мы пришли. Но мы решили зайти. Мы решили, что сегодня последний день, и поэтому мы идем снимать. Мы купили 2 билета. Показывай А дали билет. 1. Я говорю, где же 2? Тут написано на двоих. Пошли смотреть? Называется этот комплекс Мальба. Пойдем. Ну вот, мы пришли. Билетик стоит 1600 песо. Это 3 бакса. На двоих 6. Первый, кстати, это не музей, это выставка, поэтому ладно. Выставка искусства изобразительного. Ой, класс, мам, смотри. Так пойдем смотреть. Как переводится терсер? Ой-ё. Мы терсер, что-то вот вчера такое смотрели. Почему ой-ё? Охо. Ой-ё. Это в данном Ой-ё. случае ё? Ой-ё, ой-ё. Ой-ё. Хорошо, Ой-ё. спорить не буду, не знаю. Мы Решили начать сверху. решили начать сверху. Почему? Потому что до 30 числа, то бишь сегодня последний день экспозиции. Так, Молодец, сейчас посмотрим. умница. Последний день экспозиции. Вот экспозиция. Смотрите. Ой, класс. Мячики. Можно, конечно. Ира в шарах, это легко. Ой, резиновый, я думала, это резиновый мяч. Резиновые мячики? Ира в резиновый мяч. Ой, как здорово. Что-то, наверное, это символизирует. Что-то это символизирует, это точно. План, схема. Ну что, рванули? Вау! Ира, тут такая машинка, пойдем! Такси. Это что? Так, начало экспозиции. Все посвящено металлу. Здесь алюминий, серебро. Здесь представлены всякие бытовые приборы. Даже короткие видеоролики из 50-х, 60-х годов, в которых рассказывается. Это что она делает? Я думаю, это оверлок. Это обработка. Что так легко. Обработка. Новая Мальвина. Обалдеть, реклама. Кстати, это желтое такси еще с того времени. Обалдеть. Это реклама, да, швейной машины, посмотри, которая... Обалдеть. Ну все, одели девушку, фух. Ничего себе реклама. Вся выставка посвящена предметам интерьера, быта и вообще истории развития Аргентины как таковой и их промышленности. И вот все, что мы здесь сейчас видим, вот все экспонаты, которые представлены, это все производилось на территории Аргентины в период ее экономического подъема, когда она была самой развитой страной в экономическом плане в мире. Был у них такой период, после чего, конечно же, последовал спад. И все различные экспонаты, которые здесь представлены, они как раз рассказывают о том или ином виде промышленности, которые были задействованы, как они креативили, разрабатывали и предметы мебели, и техники, и было очень сильно развито у них и авиасообщение. Потом в 1930 году они построили сеть железных дорог, которая связала всю страну. И все это пропитано креативом, начиная от дизайна там интерьеров мебели, одежды, там очень креативные есть предметы искусства. Смотрите.
даже вертолет, я думаю, здесь тоже не просто так. И авиапромышленность тоже была развита. Это какие-то уже более дорогие одеяния. Ух ты. Индустрия Аргентина. Ириш, помнишь, я тебе недавно рассказывал стишок короткий, интересный? Да. За столом сидит гость, а во лбу его гвоздь. Это я его прибил, чтобы он не уходил. Смотри, какой этот вообще мега популярный парень. Он точно никуда не уходил. Еще один стенд. Мы прочитали, что же значит этот вертолет. И речь здесь идет о инженере-самоучке, который в 1959 году на заднем дворе своего дома создал вот такой прототип вертолета. Звали его Аугусто Сикарио. И при поддержке целой деревни он в итоге построил этот прототипчик и взлетел. После чего парень продал патенты в Европу и там в другие страны мира. И даже сейчас эта компания производит и импортирует вертолеты в 20 стран мира. Круто вообще. Ось. Так что, ребята, давайте, не бойтесь, смотрите. И так это все возможно. Здесь даже читать не хочу, просто покажу. Гляньте, а? Это красота какая. Вот это мечта, Ир. Я хочу вот такую штуку смотреть. С бриллиантами. Очень интересно, конечно, все это дело выглядит. Мне интересно прочитать, там что-то написано, что новое. Вот и новая жизнь. Новая работа, новая жизнь. Круто. Мар дель Плата. Смотрите, какой стульчик из костей. Анатомическое изготовление обуви. О, вот мы пришли к самому главному месту. Чай. Чай и различные атрибуты для его употребления. Так, люблю эти интерактивные штуки. То есть здесь показывается что-то. Здесь процесс изготовления. О. Нет возможности поставить на скорость 1,5, поэтому Ириш, слушай, ну эта встреча вообще, мне кажется, она не случайная. Ребята, внимание, мяч! Какой мяч? А мяч-то уже известный же нам, правильно? Мяч сиськи. Офигеть. Ну, пойдем, глянем. Здесь есть шикарный автомобиль. Ребята их планировали изготавливать серию, но в итоге выпустили только 300 штук. Машинка стоит у самого входа. Сейчас к ней подойдем. Это индустрия сладостей. Всякие карамельки, печеньки. Классная реклама, говорит Ирина. Сейчас посмотрим. Так. Червячки бегут. И плывут. Да, Ирусь. Классная реклама, правда. Я тоже собирал фантики в детстве. Смотрите, вкладыши. Смотрите, какая дизайнерская мебель. Я, конечно, плохо уже помню, да и не знал наследие Советского Союза. Мне кажется, у нас какие-то такие схожие были все-таки вещи. Возможно, что были у нас схожие вещи, Ирусь?
вот это классная реклама. Вот это я понимаю. 100 миллиметров Largos Confibra. Угу. Пойдем за ним. Предметы созданы для школы, чтобы учиться было не скучно. Они вот придумали мебель красивую, яркую, ничего себе. Очень много различных таких тонкостей и нюансов, которые мы не можем понять в силу того, что мы здесь не проживали и вообще не имеем ничего общего с этой страной. Посмотрите, ребят, какой вентилятор. Вентилятор, между прочим, такой был где? Правильно, в фильме «Операция И». У Шурика и Лиды во время экзамена. Помнишь, в подготовке они включали такой вентилятор? Название. Сиам-сиам. Всем откройся. Нет, но там Сим-Сим был. Ну, созвучно, я имею в виду. Смотрите, какая классная штука. Слушай, я мечтаю о Веспе, но такой бы тоже подошел. А здесь крутая штука стоит. Угадайте, напишите в комментариях, что это. Кто задаст вопросы, тем отвечу. А кто победит, тем передадим привет в следующей серии победителям. Кто угадает, что за устройство. И идет на фоне какой-нибудь креативной штуки. Так вот, возвращаясь, значит, к вопросу, смотрите, какая крутая штука. Что нам известно о этом диковинном транспортном средстве? То, что создатели были вдохновлены немецкой машиной двухместной Smart, и эту технику они сделали полностью из углеволокна. То есть она очень легкая. Сейчас я обойду. На 18 километров эта машина расходовала 1 литр бензина. Вот серия так у них и не пошла, обанкротились они там все из-за своих спадов и ростов. Точнее, ростов. Изобрели, а из-за спадов обанкротились. И вот это чудесный такой наш советский Запорожец, полностью пластиковый. Знаете, какая штука. Даже выхлопная труба есть. На этом все. Классная выставка, интересно, очень креативно, нестандартно, и прям нам вот лично очень таких мест не хватало. И здесь мы прям получили большое удовольствие, ознакомившись с такими предметами интерьера. И, кстати, сейчас я покажу Ирину. Она, кстати, тоже очень креативно выглядит для выставки. А ну-ка, Ир, убери. Смотрите, какие у нее классные. О, Ир, ты подходишь для жителей Аргентины. Есть. Зачет. Даже мы нашли триптих, на котором запечатлен Энди Уорхол. Поехали, Ириш, на этаж ниже. Энди Уорхол здесь, в данном сюжете, представлен как чувак, которому выплачивают внешний долг Аргентины кукурузой, южноамериканским золотом. Ого, какой важный. И вот это уже наш формат. А то там непонятные какие-то кукурузы. У них вообще много обнаженных. Очень хорошо у них с этим, очень. Мы в правильном месте. Это наш формат. Очень неплохо. Очень шикарно. Очень современненько. Ну, лицо показывать не буду, не симпатичное, а так ничего. Здесь такая же ситуация. Но здесь снизу неинтересно, а сверху вот, как говорится, как получилось, да, и нам смешно.